нравится классическая литература, но я не люблю читать. В основном я слушаю аудиокниги. Раньше я, конечно, читала, но сейчас в основном слушаю аудиокниги, потому что если я начинаю читать, мне то хочется спать, то хочется есть, то мне жалко потраченного времени. Короче, знаете, что мне нравится? Я не знаю, откуда у меня такой интерес, но у меня огромный интерес, как в книгах, так и в фильмах. Это про
уставшая. И чё? Весь день я, по сути, получается, ничего не буду делать, что ли. А там уже и спать пора. Короче, не знаю, что делать с этим залом. Но я стараюсь заниматься дома, конечно. Как неудобно краситься. Тушь, конечно,
может вообще ничего не остаться, вообще. Ой, ты понимаешь, что что-то тебе как-то тяжело и хочется на кого-то положиться, чтобы кто-то тебя поддержал. Но такого человека нет. И становится как-то немножко одиноко. И в этом году я впервые зарегистрировалась на сайтах знакомств. Сначала я зарегистрировалась в Тиндере. Где-то через пару дней, наверное, меня там забанили за то, что я фейк. Ладно, думаю я. Причем, знаете, они банят без возможности создать повторный аккаунт. Нет, представьте себе ситуацию вообще, когда ты идешь на Тиндер, когда у тебя все плохо, когда ты отчаялась, когда ты не можешь никого найти, ты идешь в Тиндер, а Тиндер берет и тебя банит, лишает последней надежды. Это слишком жестоко, слишком, и нельзя связаться с службой поддержки. Я, короче, вообще офигела где-то. Я, конечно, не расстроилась, посмеялась. Пошла дальше. Далее я использую вот такую тоненькую кисточку. Я прорабатываю места там, где не достался спонж. То есть в основном тут у носа. Дальше что у нас было? Дальше у нас был тайвинчик. И ВК знакомство. Про тайвинчик я довольно часто слышала, но почему-то я всегда думала, что это подростковое приложение. Что там взрослые не сидят. Но нет, сидят. И короче, ВК знакомство мне не понравилось это приложение, поскольку оно неудобно. А вот далее я буду перекрывать недостатки при помощи консилера, то есть где у меня есть высыпания какие-то. Про тайвинчик я часто слышала. Вроде бы у Алены даже часто она упоминала его. Вот. В тайвинчике, я не знаю, вроде бы тебе идет очень много симпатий. Ну, как и в любом приложении, да. Девушки всегда получают очень много симпатий. Возможно, это минус. Возможно, это минус, потому что ты просто даже не читая, потому что их там сотни в сутки приходит, и ты даже уже не читая, просто все скипаешь. И вроде бы есть парни, какие хочешь. Хочешь накачанный, хочешь с бородой, хочешь брюнет, хочешь блондин. Кто угодно есть. Любого возраста. Подкатывают как малолетние какие-то мальчики, так и взрослые дяди. И красивые есть. Но ты смотришь, как бы тебе не хочется знакомиться, тебе не хочется узнавать человека. То есть вообще ничего не цепляет. Я не знаю, как тут быть. Я себя пыталась заставить с некоторыми пообщаться, но в итоге мне надоедало. И когда я удалила все эти приложения, я просто получила такое облегчение. Это не передать словами. Поэтому знакомства в
И тем самым даже вытягиваю взгляд. Не знаю, видите ли вы разницу. Короче, делаем то же самое под вторым. Наносим и вытягиваем. Можно даже вот сюда продлить. Так. Сейчас это мы еще втушуемся, не волнуйтесь. В 50-й раз замазываем этот раздражающий нас прыщ. Много средств, ну ладно. Блин, реально много. Надо его совсем чуть-чуть, а я на пол лица нанесла, но ее красоты. Ладно. Сделаем вид, что этого прыща больше не видно. И я же вам не все показала. Все правильно. Далее мы берем снова вот это осветляющее и наносим под бровь. Но у кого, по-моему, глубокий взгляд, то есть глубоко посажены глаза, точнее, я хотела сказать, конечно же, не рекомендуется, по-моему, осветлять. Я думаю, вы и так все знаете. Да. Далее я использую пудру от NYX. И я плотно наношу на все лицо. Это прозрачная пудра, чтобы припудрить тон. И потом я уже наношу всякий скульпторинг, потому что так он ложится более мягко, чем сразу на тональник. Я думаю, что этот скульпторинг также просрочен, потому что его я еще покупала в Испании. А это сколько лет назад было? 4. В общем, немного скульпторимся. Вообще у меня был период, когда я не использовала скульпторинг, потому что мне казалось, что у меня слишком худое лицо. Сейчас я вроде привыкла к нему. Далее берем кисточку поменьше и скульптурируем нос, делаем его уши, кончик носа делаем уши. Так. Меня очень сильно бесит мой нос, особенно в смысле, я имею в виду, как он выглядит в кадре, особенно на объективах с широким углом, то есть на объективах с широким углом нос увеличивается раза в 2, если не в 3, то есть он становится таким большим. Соответственно, там все увеличивается, и глаза, и губы, и сиси. Особенно если подобрать ракурс, можно сделать огромные сиси. Можно сделать длинные ноги, если поставить их в какой-то из углов. Ну, сейчас я снимаю на портретный объектив. Тут такое не провернешь, скажем так. Такие фокусы не пройдут. Вот. Итак, давайте перейдем к вопросу. Есть ли боязнь, что туалет треснет или упадет? Нет, такой боязни у меня нет. Что значит упадет? Куда упадет? Не понимаю. Нет, такой боязни у меня нет. У меня есть боязнь, в принципе, ванной комнаты. Здесь я тоже иногда затемняю, чтобы нижняя губа выглядела более вывернута, если можно так сказать. Видите, она сразу как будто бы больше стала. Дальше я использую какие-то рандомные румяна от кожи, но в принципе они мне нравятся. Пойдет. Все равно не особо вижу, но пойдет. У меня есть боязнь ванной комнаты, мне кажется, я где-то это уже говорила. То есть мне, в принципе, когда я принимаю ванну, мне кажется постоянно, что в комнате кто-то ходит. Если будет какой-то звук, какой-то скрип, щелчок, все. Я буду бояться выйти из ванны. Не знаю, мне очень
Я не знаю, как